Нет, это можно на самом деле снимать, просто я потом вырежу чего-нибудь. Хорошо, снимайте. Да, все вот так. Так, что нам рассказать? На данном этапе нам предстоит выделение ДНК из шприцевых фильтров. Для этого нам понадобятся сами шприцевые фильтры, предварительно зафиксированные резирующим буфером или буфером лонгмайнер. Ламинарный бокс, центрифуга, термостат, магнитный штатив, набор дозаторов, наконечники с фильтрами, пробирки, шприцы малого объема, инфузионные адаптеры, набор для выделения от компании Синтол, салфетки и белизна 10% раствор. Для начала необходимо протереть все рабочие поверхности раствором белизны. Ламинарный бокс, термостат, дозаторы, даже штативы с наконечниками. Хотел сказать наоборот закрыть. Ну ты что такое? Ты что вообще? Вот, хоть ротор ототрем в кои-то веки. А что, ты раньше не протирал, что ли, это? Можно кого-то с руками подлиннее, пожалуйста? Так, дополнительно все оборудование и расходку стерилизуем под ультрафиолетовым светом. Он точно снимает? Да, да. Честно? Так. Что тут надо? Сейчас мы достаем необходимое количество пробирок. Два набора пробирок. Зачем? Как это зачем? В один набор пробирок мы разнесем лизирующий буфер для смыва ДНК с фильтров, а в другом уже будет происходить процесс выделения. Так, на всякий случай лучше сразу закрыть. Все. Надо передать камеру. Так. Эх, промахнулся. Разнести в один из набор пробирок
Да, конечно. по 500 микролитров лизирующего буфера из набора. Так, промывочная. Вот он, лизирующий. Лучше повторить предыдущий раз, что что-то сбросилось и... Ну, сейчас запись идет. Селективы плавным переворачиванием Угу. перед началом измерения. Так, 500 микролитров. И начинаем. В принципе. Так, далее наша задача подогреть лизирующий буфер в штативе. Так, здесь нам необходимо действовать очень быстро. Берем шприц малого объема. Берем разогретый лизирующий буфер. В полном объеме забираем его в шприц. Так, пробирка нам больше не нужна. Далее надеваем вместо иголки инфузионный адаптер. Вот. Здесь в дело вступает фильтрующая насадка. Берем фильтрующую насадку, снимаем заглушку с выводного конца, надеваем выводной конец инфузионный адаптер. Вот. Далее снимаем с входного конца другую заглушку. И сейчас нам нужно будет обратным смывом переместить все в новую пробирку. Если что-то осталось, добираем воздух и проводим смыв еще раз. Вот. Появление пены говорит об успехе операции. Так, еще разок. Сейчас я... И следующая пробирка.
Далее мы приступаем к процессу очищения ДНК. Для этого в каждую пробирку нам необходимо внести по 10 микролитров лизирующего компонента. Лизирующий компонент. Так, закончили внесение лизирующего компонента. Так, во внутренний контроль мы вносим 100 микролитров отрицательного контрольного образца выделения, так называемого. Далее перемешиваем все образцы на микроцентрифуге встряхивателя. Кстати, образец какой мутный. И инкубируем в течение 15 минут при температуре 65 градусов. Так, инкубация у нас закончилась. Переносим пробирки в штатив. Далее их необходимо будет перемешать, встряхивателем снова. Посадить на центрифуге. Да, здесь, к сожалению, конечно, не самая удобная позиция. Так, 24, давайте попробуем. Так,
секунд. Для того, чтобы сбросить каплю с крышки. Далее нам необходимо добавить в смесь загадочный раствор под названием ВПК ВРНК в объеме 10 микролитров. Так, в каждую пробирку. Так, далее нам необходимо взять пробирку с сорбирующим раствором, так называемым, в котором сконцентрированы магнитные частицы, и встряхнуть. Замечательно. Вносим пробирки по 60 микролитров магнитных частиц. Так, далее добавляем в каждую пробирку по 400 микролитров осаждающего раствора. Дальше встряхиваем все это дело. Встряхивателем. Снова несем для осаждения в центрифугу. Так, далее устанавливаем пробирки в магнитный штатив. И инкубируем 1 минуту. Далее нам необходимо добрать надосадочную жидкость. Поочередно открываем пробирки.
Так, далее последует поочередная промывка этого осадка соответствующими промывочными буферами. Так, после промывки тремя растворами и удаления окончательного надосадочной жидкости мы открываем пробирки и переносим их в термостат на подсушивание примерно в течение 50 минут. Поехали. Так. После того, как остатки спирта высохли, переносим пробирки с магнитными частицами в штатив обратно. Далее добавляем в каждую пробирку по 100 микролитров диluирующего раствора. Далее перемешиваем все это. Сейчас я пометку сделаю, что это не чито. Далее перемешиваем содержимое вортекса. Так, перемешали. Далее мы помещаем пробирку в термостат на 10 минут. Так, после инкубации нам необходимо сбросить содержимое пробирок на центрифуге. Так, далее мы устанавливаем пробирки на магнитный штатив. На 1 минуту. Так, далее мы просто переносим вводную фазу с ДНК в новые чистые пробирки. Так. Угу. Все. ДНК готова к дальнейшим манипуляциям.